Здравствуйте! Предлагаю приготовить очень вкусную консервированную рыбу в томате с овощами. Рыбка по вкусу напоминает магазинную, но только вкуснее. Хранится такая рыба в домашних условиях продолжительное время, как и любая другая консерва. Существует множество способов приготовления консервированной рыбки. Можно приготовить такую консерву в духовке, способом стерилизации на плите или в мультиварке-скороварке. Последний способ самый простой и нетрудоемкий. Подготовленную сырую рыбу будем сразу же закладывать в банки и не будем отдельно возиться с тушением. При таком способе приготовления косточки у рыбки становятся мягкими и съедобными, а соус необыкновенно вкусный. Рыбную консерву в томате я буду готовить из речной рыбы, но по такому рецепту можно приготовить и любую другую рыбку. Рыбу хорошо промываем, чистим от чешуи и внутренности. Также следует обрезать все плавники, головы и хребты я также у этой рыбы уберу. Конечно, этого можно и не делать, поскольку все равно кости станут мягкие, но мне больше нравится именно, когда в консерве присутствует только филе. Мелкие кости, конечно же, не убираем. В готовом изделии они чувствоваться не будут вообще. У мелких рыбешек, например, килька или мойва, убираем только голову и внутренности. Рыбу разрезаю на порционные кусочки. Чищенной рыбы на 3 пол-литровые баночки понадобится 850-900 грамм, то есть примерно 300 грамм на одну пол-литровую баночку. Для каждой баночки отмеряю по 300 грамм рыбы, добавляю пол чайной ложки соли, перемешиваю и оставляю до момента закладки в банке. 2 луковицы среднего размера режем полукольцами. Напоминаю, что рецепт даю на 3 пол-литровые баночки. Одну морковь среднего размера натереть на крупной терке. 100-120 грамм растительного масла наливаем в раскаленную сковороду. Затем в сковороду высыпаем лук и жарим до золотистого цвета, после чего добавляем морковь и обжариваем до полуготовности. Далее добавляем 3 столовые ложки с небольшой горкой томатной пасты и обжариваем, помешивая еще полминуты. Теперь в соус добавляем 150 мл воды, чайную ложку соли и 3 чайные ложки сахара. Затем все перемешали и сразу же добавляем 9% уксус столовый, 1 чайную ложку. Тушим соус еще полминутки и все. Соус готов, снимаем с плиты. Баночки пол-литровые я не стерилизую, просто мою их содой или в сфере. Хорошо промываю под проточной водой. В каждую баночку добавляю по 7 горошин черного перца, по половинке лаврового листа. Можно добавить кинзы по щепотке. Еще в каждую баночку добавим по 1 горошине душистого перца. Теперь на дно каждой баночки кладу по 1 столовой ложке соуса и укладываю рыбу в один слой. Поверх каждого слоя рыбы кладем по 1 столовой ложке томатно-овощного соуса. Баночки заполняем до плечиков, последним слоем должен быть соус. Если заполнить банки полностью, то при варке жидкость может давануть через крышку. Даже если такое случится, то с консервацией ничего страшного не произойдет. Единственное, что будет чуть-чуть меньше жидкости. Крышки к банкам все равно герметично притянутся. Консервацию сразу же закрываем плотно крышками, если это закрутки. Если же вы используете закатки с помощью закатывающей машины, которые закрываются, такие крышки следует залить кипятком и подержать хотя бы 5 минут, для того, чтобы резиночка размокла и крышка более герметично закрылась. Баночки подготовили, теперь их нужно загрузить в кастрюлю скороварки, мультиварки. Хочу напомнить, что мультиварка-скороварка отличается от простой мультиварки тем, что варит под давлением, поэтому время готовки на ней всегда сокращается. На одной кастрюле следует положить какую-нибудь тряпочку или кухонную салфетку. На каждую баночку я также кладу кухонную салфетку, опуская края салфетки между банками. Делается это для того, чтобы при варке банки друг от друга не стукали и также не испортили покрытие кастрюли. В кастрюлю мультиварки-скороварки наливаем воду по плечике банок. Намочите при этом кухонные салфетки, чтобы они при варке не слетели с баночек. Закрываем крышку скороварки, клапан ставим в состояние закрыт. На своей скороварке я выбираю режим холодец и устанавливаю время на 99 минут. Если у вас простая мультиварка, устанавливайте режим тушения и тушите 4 часа. Лучше консервы делать на ночь. Ставим на ночь на время, затем оставляем баночки в кастрюльке, скороварке, мультиварке до утра.
Ну а утром уже открываем крышку скороварки, достаем консервы. И как они полностью остынут, можно их класть в холодильник или хранить просто дома в кухонном шкафу. Вот так аппетитно выглядит консерва в баночках. Сейчас мы ее откроем и посмотрим, что же получилось. Крышку открываем, как обычные консервы открываем, потому что так просто руками ее не открыть, она затянута. Рыбка получается вкусная, нежная, ароматная, косточки не чувствуются, они мягкие. Кому видео понравилось и главное было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Готовьте сами с удовольствием, радуйте себя и своих близких. До свидания, до новых встреч и приятного аппетита!